который я вам всегда показываю, чтобы было понятно, что это неплохой корень, это замечательный корень. Просто он растет внутри горшка, и потому он белый. Вот смотрите. Этот корень идет от ствола орхидеи, и все корешки растущие и белые. Он был далеко от света, не получал ультрафиолета, поэтому он такой белый, то есть не вырабатывался хлорофилл. А как он только будет находиться с краю горшка, будет свет, он тоже станет зеленым. Это отличные корни, молодые и растущие. А вот эти все желтые, старые корни нужно отрезать. Добрый день, друзья! Сегодня пересажу еще одну орхидею. Это орхидея Равелла. Посадка очень старая. Когда я вам показываю такие старые посадки, объясняю, что очень много воздушных корней в горшке. Особенно с этой стороны хорошо видно, что много гнилых корней. Посадки года 4, если не больше. И, конечно, должны быть сухие корни и гнилые в горшке. Недавно ее поливала, даже вот еще водичка осталась в горшке. И орхидея, когда у нее большие воздушные корни, и эти корни не получают никакой влаги, потому что очень сухо в квартире, что она начинает делать? Появляются желтые листья. Но орхидея начинает питаться от листьев, потому что корни у нее не задействованы. Да и посмотрите, какой длинный ствол возвышается над грунтом. То есть такую орхидею нужно пересаживать обязательно. У Равеллы есть одна особенность. Она не хочет цвести в комнатных условиях, там, где жарко. Там, где больше 23 градусов, она цветоносы не выпускает. У меня Равеллы две. Одна орхидея бантик, другая орхидея стандарт. Одна из них стоит на балконе, у нее и цветонос, и пробужденные почки на старых цветоносах. Покажу, как распустится, обязательно покажу цветение. А эта стоит здесь наверху на полке, ей очень жарко, цветоносов и почек пока нет. Поэтому можно ее пересадить, и через месяц, когда та орхидея распустит свои первые бутоны, их можно поменять местами, и будут цвести обе орхидеи. Потому что на балконе у меня прохладно, особенно ночью, там 19 градусов. И Равелла охотно выпускает цветоносы и пробуждает на старых цветоносах почки. Поэтому сейчас делаю пересадку, ну и к весне будет цветение. Старый гнилой корень. Спасать здесь нечего. Просто можно отрезать. Когда пересаживаю орхидею после полива, вот эти корни кажутся такими водянистыми, старыми, гнилыми. Но это не гнилые корни. В природных условиях эти корни не становятся такими водянистыми. В основном они прикреплены к дереву сухими, старыми частями корней. И есть фотографии в интернете, можете посмотреть, когда орхидея живет на дереве. У нее большая часть старых корней, а сверху, как всегда, молодые новые. Ну, там все проще в природе происходит. А вот в горшках все не так. И нам кажется, что ой, какие гнилые корни. Да, это обыкновенные корни, которые у орхидеи очень старые, она ими уже и не пользуется. Видите, там ствол черный уже, старый, внутри. Видно? Его сразу можно отрезать. И все корни от ствола сухие сразу отрезаю.
Может, потом еще ствол нужно будет подрезать. Сейчас часть корней отрезана. Можно их убирать. Ну, когда-то они приносили большую пользу, а сейчас эти корни никакой пользы уже не приносят орхидеи. Я их все отрежу. Вот эти желтые корни, это тоже старые корни. Еще месяц-два они станут такими же гнилыми и пустыми, ненужными ей корнями. Так, немножко запуталась, что здесь куда-то упал и ствол орхидеи. Корней я много отрезала. Сейчас я уберу это все, и будет понятно, какие корни у орхидеи остаются рабочие, которые ей будут очень-очень нужны. Вот эти все светлые корни как раз и будут нужны орхидеи для жизни. И, конечно, внутри горшка есть один замечательный корень, который я вам всегда показываю, чтобы было понятно, что это неплохой корень, это замечательный корень. Просто он растет внутри горшка, и потому он белый. Вот смотрите. Этот корень идет от ствола орхидеи, и все корешки растущие и белые. Он был далеко от света, не получал ультрафиолета, поэтому он такой белый, то есть не вырабатывался хлорофилл. А как он только будет находиться с краю горшка, будет свет, он тоже станет зеленым. Это отличные корни, молодые и растущие. А вот эти все желтые, старые корни нужно отрезать. Такие пересадки раз в 4 года – это и омолаживание орхидеи, и убираем гниющую органику, разлагающуюся органику, даже не гниющуюся, а разлагающуюся органику, которые питаются подуры. Они не вредят, но и не доставляют большого эстетического удовольствия ни нам, ни нашим орхидеям. Хотя орхидеи на подур никак не реагируют. Они живут только в грунте и питаются вот этими разлагающимися корнями. Но нам-то это не нравится. Нам же кажется, что должно быть в природе все стерильно. И вообще все стерильно в горшках и у орхидеи. И тогда будет все отлично. Но нет. Нет. Так не бывает. Всегда все в природе взаимосвязано. Какой-то длинный корень, я его тоже отрежу, пока непонятно, что это. Так, еще один корень желтый совсем. И вот что я вам хочу показать. Корни, которые росли от основания, есть заболевание корней, к сожалению, не помню, как называется, корни сохнут от основания. Вот. Но видите, с таким заболеванием орхидея прекрасно справляется и сама. Верхние корни, без вот таких усыханий. И если это возможно, то такие корни можно отрезать, потому что они очень быстро пропадают. Сейчас я вам покажу края этих корней. Видите? Корень желтый, он весь больной. Лечить, ну, можно, конечно, чем-нибудь попробовать полечить. Но если вы увидели это при пересадке,
Да отрезайте смело. Орхидея уже справилась сама с этим заболеванием. И выше растит молодые корни. Вот они, растущие корни. Они сухие, потому что никогда воды не видели. Но сейчас я их напою, и после этого пересажу орхидею. Вот еще такой же корень, смотрите, еще 2 корня нашла. Вот он от основания, он плотный, просто как будто бы высыхает. А дальше, смотрите, он такой вот желтый, он уже желтый. Я такие корни отрезаю, потому что есть большое количество здоровых корней. Смотрите, как получилось хорошо. Чудесно. И вот с этими здоровыми корнями нужно сажать орхидею. Но так как корни сухие, даже есть вот сломанные. Смотрите, корень как будто бы растет, но вот здесь есть слом. Но этот слом орхидея давно эту рамку затянула. Такие корни не нужно обрезать. Это виламен сломан, он же на чем-то держится. А что это такое? Это тяж. Это жесткий цилиндр корня. А вот это сверху оплетка, которая держит этот цилиндр и дает влагу этому цилиндру и питает этот цилиндр. Так что когда сломан виламен, ничего в этом страшного нет. Даже когда вы сажаете и сломали виламен, не бойтесь, только не нужно в этот момент поливать орхидею. Орхидея должна затянуть сама эту рамку. Через 2-3 дня орхидея прекрасно затягивает свои рамки, она умеет сама себя лечить. И тогда вы можете поливать орхидею, когда подсохнут корни, и все будет замечательно у орхидеи. Вот видите, вот какая часть ствола, которую можно отрезать, даже с одним корнем. Вот еще одна часть. Оп. Вот мы дорезали до живого. Вот основание живое. Можно просто присыпать корицей, толченым углем или перекисью водорода. Что я сейчас, в принципе, и сделаю. И все корни нужно перед посадкой хорошо напоить водой. Можете поставить в ведро, можете поставить в какую-то емкость, в которой вам удобно будет напоить эти корни. Это занимает час, 2, 3. Это зависит от того, как быстро напитаются эти корни. Не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Дайте воду корням, и потом вы прекрасно посадите орхидею. Все, пошли принимать водные процедуры. Продолжаем. После того, как орхидея хорошо корнями напилась воды, мне не понравилось еще 2 корня, которые я тоже отрежу. Вот один. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, он болтается около шеи, на ниточке, на тяже. И кончик этого корня тоже желтеет и скоро работать перестанет. И вот такой небольшой корень. Его не обязательно отрезать. Его можно и оставить. Давайте я его оставлю. Ну и при следующей пересадке посмотрим. Он может из любой точки корня начать расти. И что еще я всегда делаю? Я очищаю ствол от старых чешуек. Чаще всего у меня стволы у орхидей чистые, но все-таки можно что-то
и почистить. Найти, что почистить. Но только аккуратно, не надо при этом травмировать ствол. Например, вот такие черные части корней. Или же остатки от листьев. Ничего после этого я не обрабатываю. Стволы от старых сухих цветоносов подрезаны коротко. Больше их подрезать не нужно. Ну и, собственно говоря, все. А, вот еще два сухих кончика корня. Вот один. Вот второй. До живого не дорезаю, обрабатывать не буду. Горшок взяла чуть большего объема. Раньше она находилась в горшке 2,2 литра, а сейчас я взяла 3,5 литра. Помещаю все корни в горшок, потом придерживаю орхидею по центру горшка и прокручиваю горшок, чтобы орхидея как можно глубже поместилась в горшке. Для чего я делаю глубокую посадку? Для того, чтобы когда орхидея начнет расти и выпускать корни, и сбрасывать старые вот эти желтеющие листья, можно было досыпать грунт. Как раз, чтобы еще 4 года, как минимум, ее не пересаживать. Грунт, керамзит плюс мелкая кора. Уже объясняла, почему я так сажаю. И мне осталось только насыпать грунт в горшок. Я стучу по горшку для того, чтобы грунт распределялся более равномерно. Для того, чтобы заполнить пустоты. Ну, наверное, для этого. Пустые места корни найдут сами. Прекрасно. Если уж они прорастают в отверстие горшка, то между керамзитом и корой место они всегда найдут себе сами. И при посадке в любой грунт, какой бы вы ни использовали, основание орхидеи должно остаться на уровне грунта. Ни в коем случае не закапываем зеленую часть орхидеи, зеленую часть ствола. Должен остаться доступ воздуха к стволу. А если мы закроем ствол, да еще туда будет попадать влага, и очень долго около ствола будет оставаться влажный грунт, тогда возможно всякие разные заболевания и загнивания. Ну, вот видите, какая получилась красивая посадка. И длинного ствола нет, и корни все в горшке. Ну, теперь остается только ждать цветения. Но цветение будет только тогда, когда я ее поставлю в более прохладное место. И она обязательно зацветет. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.